Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня мы с вами будем вязать вот такие вот элементы. Нитки мы используем те же самые, что и для всего платья. Да? Хлопок, стопроцентный хлопок, толщина нити 565 метров в 100 граммах. Крючок 1,05. В серединке у нас с вами вот такая вот ягодка. Чтобы ее связать, делаем первую петлю, делаем цепочку из 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Соединяем цепочку в колечко соединительной петлей и начинаем вязать вот в это колечко столбики без накида. Вяжем 60 столбиков. 1, 2, 3, 59 столбиков и 60. Вот у нас получается такая вот ягодка. Делаем 3 воздушных петли. 1, 2, 3. Поворачиваем ягодку выпуклой стороной к себе. Делаем накид, вводим крючок за обе петли и делаем столбик с накидом. 2, 3, 3 приема. Теперь смотрите, вот у нас с вами между цепочкой и столбиком образовалось вот такое вот окошечко. Сейчас мы с вами должны будем вокруг вот этого вот столбика сделать узелок, сделать обвитый столбик. Делаем накид, вводим крючок вот в это окошечко и поднимаем накид снизу столбиком. Одна пара. Спереди снова в окошечко и вторая пара. И третий раз, и четвертый раз, и спереди 5 и 6 и 7. Вот так, смотрите. Вот мы с вами вот этот столбик, который мы провязали, мы сделали на нем 7 пар витков. Теперь поднимаем нитку и протягиваем ее через все петли на крючке. Протянули, протянули. Смотрите, нитка находится внизу. В следующую петлю вводим крючок, тоже за обе петли косички, и начинаем вязать. 1, 2, 3 и четвертым приемом протягиваем через обе 4. Вот у нас с вами снова получилась рядом с нашим обвитым столбиком, получилась вот такая вот цепочка. Ее мы тоже будем обвивать. Накид, обвили, накид, обвили 2, накид, обвили 3, накид, обвили 4 и 5 и 6 и 7. Вот так 7 раз обвили наш столбик, поднимаем ниточку и протягиваем ее через все петли на крючке. Протянули, в следующую петлю вводим крючок и снова делаем цепочку. 1, 2, 3, 4. И снова вот эту вот получившуюся цепочку снова делаем вокруг нее 7 пар витков. Мы с вами должны связать 12 столбиков таких. Вот смотрите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вводим крючок
петлю под столбиком и делаем 2, 3, 4 столбика. Теперь нам нужно обвязать наши столбики. Делаем 1, 2, 3 воздушных петли, поворачиваем работу и между столбиками делаем столбик без накида. Снова делаем 3 воздушных петли и между столбиками делаем столбик без накида. 3 воздушных петли, между столбиками столбик без накида. И так повторяем до конца нашего элемента. Итак, довязываем до уголка элемента еще 3 цепочки. Закрепляем столбиком без накида и поворачиваем нашу работу. Поворачиваем, и теперь вот эти вот арочки нам нужно обвязать. Вводим крючок под арочку, делаем столбик 1 и столбик 2, столбики без накида. И теперь делаем 3 воздушных петли, 1, 2, 3. Это у нас будет пико. Вводим крючок под арочку, делаем еще 2 столбика, 1, 2. И вот у нас получается арочка обвязана вот таким вот 4 столбиками и пико из 3 петель. Переходим на следующую арочку, тоже делаем 2 столбика без накида, 1, 2. Делаем 3 воздушных петли и делаем еще 2 столбика без накида, 1, 2. И вот у нас снова вот такая вот обвязочка, 4 столбика и пико. И эту же обвязочку продолжаем вот сюда вот до конца нашего элемента. Вот 12-ю арочку тоже делаем 2 столбика без накида, 3 воздушных петли и снова 2 столбика, 1, 2. Вот здесь у нас рядышком с обвитым столбиком у нас цепочка из 3 воздушных петель. Ее мы тоже с вами обвяжем 3 столбиками без накида, 1, 2, 3. Теперь смотрите, сейчас мы с вами переходим к вязанию вот этих вот ножек. Сейчас мы с вами находимся вот в этом вот месте работы. Смотрите, теперь нам нужно в ягодку, в бортик ягодки провязать столбик без накида 1 и в следующую петлю 2 столбик без накида. Вот провязали. Смотрите, чтобы начать делать гусеничку, добавьте вот 1 петлю воздушную, да, добавили. Теперь давайте смотреть, где петли. Первый столбик мы будем делать вот в эту петлю, вот в эту. Смотрим, где ногтиком показываем. Второй столбик после поворота будем делать в воздушную петлю, вот в эту, да, мы ее для этого сделали. Итак, первый столбик вяжем в столбик без накида, который мы вязали, провязали, поворачиваем. Вот она у нас торчит ниточка, не торчит, а как бы вот лежит. Вот одну ниточку поднимаем, это та, которая воздушная петля была, и делаем в нее столбик без накида 2. Снова поворачиваем, и теперь уже нам хорошо видно вот эти вот 2 боковушечки. Вот они, 2 боковушечки. И в них уже делаем за 2 петельки, делаем столбик без накида, это 3-й у нас. Снова поворачиваем и столбик без накида 4-й. Всего таких столбиков вяжем 60 штук. 5-й, 6-й, 59 столбик и
60. Вот у нас с вами получилась такая вот гусеничка. У нее по 30 боковых петелек с каждой стороны. Для контроля вот так вот должно быть у вас расположено в руке изделие, да? Вот поворачиваем его вот так. Изнанка к себе получается, да? И начинаем делать завиток. Делаем через одну петельку столбики с накидом с общей вершиной. Всего делаем 9 столбиков с накидом с общей вершиной. Делаем накид, пропускаем одну петлю, в следующую вводим крючок, делаем столбик с накидом недовязанный, снова делаем накид, пропускаем одну петлю, второй столбик точно так же недовязанный, оставляем петлю на крючке, и накид, и 9 столбик. Вот у нас с вами 9 недовязанных столбиков. Теперь поднимаем нитку на крючок и протягиваем ее через все петли на крючке. И вот у нас с вами получается такой вот завиток. И делаем еще одну петлю и закрепляем вот сюда петлю. И теперь снимаем петлю с крючка, вводим крючок вот в эти вот две, и эту петлю протягиваем через петли на крючке и закрепляем. Все. Вот у нас с вами получился такой завиточек, который образовывается из 9 столбиков с общей вершиной. Поворачиваем наше изделие и будем вязать узелочки. Петельку чуть-чуть послабьте, вводим крючок в первую петлю, вытягиваем петлю, вот так вот чуть-чуть вытягиваете, чтобы она не сильно плотная была. Делаем накид, вытягиваем вторую петлю, снова делаем накид и вытягиваем третью. Нитки должны быть на крючке достаточно свободно. Теперь смотрите, что мы будем делать. Делаем поворот. Крючок в руке держим, не отпускаем. Просто повернули вокруг своей оси его. И теперь протягиваем нитку через все петли на крючке. Протянули. Вот у нас получился такой узелок. Вводим крючок в следующую петлю. И делаем соединительную петлю, протягивая ее через обе петли на крючке. Соединили. В следующую петлю точно так же делаем узелок. Вводим в следующую петлю крючок, вытягиваем нитку посвободнее, накид. Второй раз вытягиваем, накид. И третий раз вытягиваем из той же петли и делаем поворот. Повернули и провязали. Провязали и закрепляем в следующую нитку. Вот смотрите, в следующую нитку делаем соединительную петлю. И вот так вот по кругу на маленькой ножке нам нужно сделать 12 узелков. Итак, мы с вами провязали 12 узелков по периметру. И теперь до конца гусенички делаем просто соединительные петли в боковые петельки. Такие вот просто соединительные петли. В каждую петельку делаем соединительную петлю. И вот мы с вами добрались до ягодки. Теперь в ягодку сделаем столбик без накида и еще один столбик без накида. Вот. Сделали 2 столбика без накида. Теперь будем делать
следующую ножку. Вторая ножка у нас с вами будет большая. Она будет немножечко длиннее первой ножки, чтобы вот как бы создавать такую вот композицию. Ну, начинаем ее вязать точно так же, да. После столбика без накида делаем воздушную петлю. Сделали. В столбик без накида делаем первый столбик без накида нашего шнура гусенички. Поворачиваем работу и делаем в петельку, в воздушную петлю делаем столбик без накида, снова поворачиваем и теперь уже делаем вот в эти вот две петли, как обычно, да. Вот так вот мы делаем с вами шнур гусеничку. Это третий столбик, поворачиваем. Начиная с третьего столбика мы уже делаем за 2 петельки. Четвертый столбик. И для большой ножки мы с вами должны связать 80 столбиков без накида. Пятый столбик и 79 столбик и 80. Вот у нас получился шнурочек для второго завитка, более длинного. Его мы делаем точно так же. 9 столбиков с общей вершиной. 9 столбиков с накидом с общей вершиной. Точно так же поворачиваем наш завиток и делаем узелки. Так же, как и на этой завитке, делаем узелки. Только этот завиток у нас будет подлиннее, и мы здесь делаем 18 узелков. Итак, вот первый узелок, 1, 2, 3, поворачиваем крючок и протягиваем ниточку через все петли. В следующую петельку делаем соединительную петлю. Соединили, закрепили. В следующую делаем узелок. Итак, мы с вами связали 18 узелков. И остаток нашего шнура мы обвязываем просто соединительными петлями. Так, 1, 2, 3, 4. Вот смотрите, мы дошли с вами до начала нашего шнура. Вводим крючочек в ягодку и делаем еще один столбик с накидом. Да? А теперь смотрите, мы сейчас с вами сделаем такой цепочный шов вокруг нашей ягодки. Вот так. Ниточка остается внизу, крючок с петелькой сверху. Прокалываем ягодку, цепляем ниточку снизу и вытягиваем ее наверх. Вот так. И делаем вот такой вот шовчик по периметру нашей ягодки, чтобы у нее появился такой красивый как бы бортик. Да, просто такой цепочный, как бы даже шов. Тут считать совершенно не обязательно, просто в каждую следующую петельку делаем вот такую вот цепочку. Да, проткнули, снизу подцепили и вытянули. И вот у нас вот здесь по кругу получится вот такой вот шов, как косичка похожий, да. И заканчиваем наш круг вот так вот. Полностью проходим весь круг вот до этого места. Вот, прошли. Теперь ниточку обрезаем. Обрезаем ниточку вытягиваем. И вот смотрите, заправляем ее в иголочку. Вот эту последнюю, за последней петлей, которую мы сделали, вводим иголочку и вытягиваем ниточку наизнанку.
И с изнанки закрепляем ее под ниточки нашей ягодки. Несколько стежков делаем, и у нас получается наш элемент завершен. Ниточка закреплена. В результате у нас получился вот такой вот завиток. Любуемся с вами результатом. Применения у них очень различные. Можете их выкладывать, как вам нравится. Желаю вам творческих успехов. Всего вам хорошего. До свидания.